Всем привет! Это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. Сегодня 47-й день войны. Как вы знаете, обострение сохраняется в Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевских областях. Но мы сегодня поговорим не о детальной обстановке на фронте. Мы для этого дождемся хорошего военного эксперта и обсудим. Я обещаю в ближайшие дни сделать такую программу. Сегодня я вам расскажу, что происходило в Гостомеле. Вы послушаете, что говорят об этом местные жители. И эта информация будет несколько отличаться от официальных источников, о том, что они говорили о Гостомеле. Ну, от украинских в некоторой степени, от российских достаточно серьезно. Ситуация с поездкой в Гостомель, конечно, начинается с самого моста на Гостомель. Он частично, вот как вы видите, насколько, я не знаю, там на 50% разрушен. Проезжать, конечно, достаточно опасно, но мы проехали. Скажу честно, это была наша самая короткая поездка, потому что для того, чтобы сейчас попасть в Бучу, Ирпень или в Бородянку, нам понадобилось там, от 1,5 до 2 часов времени. Здесь же дорога от центра Киева до центра Гостомеля занимает не больше часа, наверное. На мосту огромное количество подбитой техники, в основном российской. Уже к нашему приезду, и как я понимаю, вот позавчера была также поездка организованная для журналистов, это вот домики прямо на въезде в сам Гостомель мы показываем. Уже к этому моменту трупы убрали, но есть в интернете огромное количество видео с трупами в Гостомеле. Мы в любом случае не могли бы их показать, потому что YouTube просто не позволит этого, но поверьте, там трупов российских военных было огромное количество. Вот это первый жилой комплекс из таких таунхаусов, по-моему, жилой комплекс Покровский. И здесь, кстати, один наш коллега имел квартиру, и, к сожалению, ее уже не существует. Вот, комплекс полностью расстрелян. Позже будет почти 10-минутное интервью с местными жителями, которые живут некоторые в этом комплексе. Но вот каким-то таунхаусам повезло меньше, каким-то таунхаусам повезло больше. Так вот, позже будет интервью с местными жителями. Хочу обратить внимание, что местные жители были введены в заблуждение. Потому что они в интервью говорят о том, что 25-го в 8 утра у нас там в посадке рядом с этим комплексом появился красноярский ОМОН в черной форме, который 25-го же исчез, бросив гранаты, которые вот весь этот поселок погрузили в такой молочный туман. Это, конечно, был совсем не ОМОН. Вы должны понимать, что жители, которые не связаны с военным делом и которые там, не имеют опыта в различии разных родов войск, они не могут знать, кто это на самом деле был. Да? Я пообщалась специально с несколькими военными экспертами, и с Арестовичем, и с бывшим замглавой разведки нашей. Все мне сказали о том, что это был, конечно, никакой не ОМОН. ОМОН должен был бы идти там, через неделю после наступления российских войск, и они должны были бы уже там устанавливать контроль над территорией оккупированной. Это была, скорее всего, какая-то спецура, трудно сказать, это грушная спецура или это там, просто военные какие-то спецназовцы. Но в любом случае это явно была спецура, которая на легкой броневой технике, хотя местные жители говорят о том, что там были танки, скорее всего, они их перепутали. Это была легкая все-таки броневая техника. Это была передовая группа, которая вот пыталась первой прорваться, собственно говоря, к Киеву. Итак, послушаем интервью с местными жителями. Вот смотрите, когда нас эвакуировали 5 числа, после 5 числа здесь никого не было. Мы вчера приехали и увидели, думали, что сначала это просто выломали. А оказывается, если вы заглянете, вот здесь вот мы прятались, вот здесь вот наши постели, вот здесь вот мы все эти дни, с самого первого дня войны, когда у нас были ужасы, стрельба, бомбежка, на наших глазах убивали наших соседей. Вот взорвана граната, вот от нее вмятина. Растяжка валялась на улице. Видимо, здесь взрывали или же... Вы прям прятались вот здесь? Мы здесь провели до 4 числа.
вот круглосуточно. Мы никуда не могли не уйти. Вот здесь у нас было самое безопасное место. Вот, к сожалению, вот так вот мы вчера пришли и увидели. Расскажите, пожалуйста, как у вас началось 25 число? Правильно я понимаю, что 25-го появился... 24 числа вечером были сильные бои со стороны Гостомеля, потому что я выгуливала собаку, оттуда туда ехали пустые огромные военные машины наши, обратно ехали груженные уже нашими военнослужащими, и наши БМП ехали с ребятами. То есть их эвакуировали? Я не знаю, либо эвакуировали, может быть, они как-то перемещались, все. Ночь была более-менее спокойна, где-то слышны были взрывы. 25 числа утром еще некоторые машины уезжали, потом в мгновение окна, я сейчас не могу сказать точное время, потому что вот сейчас это стерто, тогда это все очень четко помнила. Вот мгновенно по улице начали ехать огромные машины Уралы с буквой, по-моему, с буквой В это было. И они вот так вот заехали вот на наш проулок и стали в этом лесочке. А покажите, где, пожалуйста. Их было огромное множество. Это вот. Угу. Вот они стали, вот тут вот полностью они стояли. Вот тут вот все полностью стояли. 25-го с утра 25-го с утра. Их было очень много. Это был Красноярский ОМОН? Это был Красноярский ОМОН, а почему мы знаем? Поскольку когда они отступили через день, они простояли сутки. 26-го, по-моему, или 27-го был взорван вот этот мост, первый наш Гостомельский. Был огромный грохот, наверное, это все-таки было 26-го вечером было. Вот. Когда они все уже отошли, вот эта их машина, она горела, я вызывала, пыталась вызвать 103, что пожар, никто не ехал. Вот это уже загорелось намного позже, это уже загорелось, по-моему, то ли 2, то ли 3 числа попала сюда бомбежка, и оно начало гореть. Они много оставили ящиков, огромные палатки военные, такие, которые можно было взять с каждой стороны по 3-4 это человека. когда вы сейчас вернулись? Это или это когда? 25-го вот они это зашли, а потом ушли? 25-го они зашли, а потом они ушли. Да. И вот эти 2 огромнейших палатки оставили, ящики, и на них везде была маркировка ОМОН Красноярска. Угу. Красноярск 10. Вот, десятка была. Потому что ящики, очень много воды, сухпайков, ящики с вот этими, с патронами. Значит, у нас отключился свет, у нас не было света, и мы почти 2 суток были без света. Я вышла к щитовой с ключом, потому что у меня щитовой ключ есть. Я думала, что у нас рубильники упали. Я подошла к ним, их здесь очень много, они наши машины разворачивали, загоняли вот во двор соседа машину, открывали, сидели внутри. Были очень экипированы, очень серьезно, очень так, знаете, профессионально. Когда они ушли, что они началось? Потом были сильные обстрелы, бомбежки, вот все. Вот просто были все время бомбежки. И в тот момент, когда они стояли, вот про все машины, которые, по-моему, здесь было 6 или 8 штук машин, их расстреливали. Вот так вот расстреливали они. В эту сторону стояли 4 машины, и вот там вот с 2 трупами. Короче, у нас 4 суток сидели 6 трупов в машине. Вот так вот прямо это перед были глазами. обычные мирные Это жители? были обычные мирные жители. А зачем они их расстреляли? Но я так думаю, что это ради своей безопасности, исключительно ради своей безопасности. Соседи с первого вот этого сгоревшего дома, с первой квартиры, пришли, сказали, так, собирайтесь и выметайтесь. И они там прорубили между 1 и 2 квартирой стенку, прорубили, чтобы им там было сидеть, и чтобы, я так понимаю, что потому что это Свято-Покровская, и по Свято-Покровской у них, видимо, чтобы обстрел был, удобно им было. А что было дальше? Мы сидели без воды, без газа. Вот у нас пробиты все трубы наши, мы с соседями ремонтировали эту трубу, потому что газ просто шел. Потом нашли, как перекрыть, все. А что дальше? Дальше они ушли, все время была бомбежка, слышны были взрывы, все время работала какая-то очень тяжелая техника, взрывалась, а потом 4 числа уже попала к нам снаряд по диагонали в квартиру, и мы 4 числа
3 числа вечером зашли наши какие-то части, тоже здесь стали, окопались. Вот это окапывались, это уже наши. И где-то в 7 с копейками я вышла с собакой гулять, потому что у меня еще один Джек Рассел, маленькая собака, она ни во дворе не гадит, ни дома. Я вынуждена была выйти. Я вышла, прошлась, мы с соседом еще, сосед нагрел им чая, понес, я вынесла пластиковые стаканчики, отдала им, нашим ребятам, они всю ночь стояли. Пролетел в это время черный дрон, такой, как маленький истребитель. Он такого треугольного цвета, не вот так вот, что на 4 квадрокоптера, а именно дрон. Профессионально. Он пролетел, просмотрел, и буквально через полчаса я успела дойти до мусорника и обратно с собакой, зашла домой, и через полчаса начался просто ад. Я поднялась на 2-й этаж, как раз думаю, еще заклею дополнительно окна. Тут проходил мой сосед, что-то горит. Проходил мой сосед, он постучал к соседям дать им пауэрбанк, потому что мы заряжали от машин. И в этот момент был взрыв осколками. Вот то, что вы видите, вот посечено осколками. А где был взрыв? Вот, буквально, видите? Да, я поняла. Да, березочки. да. Пыли много. Вот тут вот стоял сосед, он мгновенно ушел. Вот просто его так раз, и он не стал. Меня отбросило взрывной волной, разбило стекла, взрывной волной меня отбросило в конец комнаты и оглушило, такой, как легкая контузия. Это террористические вот эти бомбы, наверное, да? Я не знаю, я не разбиралась. Значит, когда я выскочила, вот пятно кровавое, он лежал здесь. Я кричала, подскочили парамедики, военные наших ребят, посмотрели, ну у него просто 2 ноги было отрезано в районе колен. Они сказали, извините, мы вам помочь, ну ему помочь не сможем, но соболезнуем, это 200-й. И он буквально пару минут, и он умер. Я сходила, вынесла простынь, накрыла его все. И вот его, мы 5 числа... Вот это вы его похоронили? Это не мы его похоронили. Мы 5 числа нас случайно эвакуировали. 4 военных пришли, видимо, тут в улицах запутались. Они не ожидали, что у нас здесь много людей так. Потому что когда 4 числа вот это все произошло и пошла бомбежка, и крышу разбомбила, мы с соседом, он крикнул, бежим, и мы побежали, нам разрешили вскрыть чужой дом, там находиться. Вот. И вот сказали, что кто-то, и опять-таки из наших соседей нашего ЖК уже после 14 числа похоронил, потому что до этого никто не ездил. Бабушка, которая у нас жила в 7А, 84 года, она тоже похоронена. Бежали мы под бомбежкой, под прикрытием вот этих 4 военных, дали нам 2 школьных автобуса, дети с детьми, с грудными, мужчины, пенсионеры. Вот мы бежали, потом нам дали автобусы, женщины сели с детьми, потом женщины, а уже 3-й автобус прислали за мужчинами. А вы 5-го уехали, да? Мы вместе бежали. уезжали, Вот здесь да. в это время горел А вы вот говорили, этот что дом. сюда зашли какие-то новые русские части? Нет, 25 числа, 25 А, да, всё, я Это поняла. всё, это, да, это 25-го. Да. Да, у нас видео есть. Потом у нас был вот такой, они заехали, огромный Урал, выбили люк, ну, у них предусмотрено в этом, вон он валяется даже тот люк. Поставили станковые пулеметы и начали отстреливаться. А потом резко они бросили такие вот дымовые шашки, потому что все стало молоком. Вот просто ничего не было видно. И они вот резко сорвались и ушли. Они Все. потом, они там машины ехали, они отсюда стреляли по дороге. Да. Это, подождите, это Да. когда было? 25-го? Нет, это уже 26-го, когда они срывались отсюда. Они 25 вечера мы ехали. А 25 я просто Они вот уже... 25 Ну, значит, или 8 здесь стояли, а все, вечером- вот, вечером видите, как они у меня уехали. просто стерли. Значит, вот они простояли, считайте, целый день простояли. Еще, Ира, вышли вы и говорите, что здесь включите хоть электроэнергию, потому что они... А это я ходила, да, Да. просила, да, это я просила их включить, сказала, что у нас соседи пенсионеры, за стенкой у меня пенсионеры с 2 инсультами, которые из Донецка уже однажды из Дебальцева бежали, вот, поэтому у нас ни воды, ни света, ни отопления, ничего не было. Ну, я говорю, мы умрем, у нас дети маленькие в доме, я говорю, мы умрем. А они мне сказали, мы, говорит, подождите, мы уйдем, вам придут и включат свет. Но Ну, они резко снялись и резко уехали. сняли, да, резко снялись и уехали. Я видел, Снайперы, вот здесь- снайперы сняли все камеры. Вон камеру сняли, вот там камеру. Вот это все у нас камеры были, по улицам висели. Они все, снайперы сняли все камеры сразу же. Мы сразу не сообразили, а потом
ну, когда поняли, что Тут что-то... тут пішли окна цели, то тогда было, и мы думали, что это самое А страшное. это взрывная волна или это снайперы постреляли? Они Нет. стреляли, а то уже... Нет, это взрывной волной, а снайперы ничего, настолько все было аккуратно, у нас ни одно окно ничего не было разбито. Это именно уже После когда вот начали... этого взрыва. После вот этого взрыва и плюс еще что-то взрывалось, до 4 числа просто взрывалось. А вот когда вы уехали и по сравнению с тем, как вы вернулись, сильно поменялось? Нет. Нет? А вот эти машины расстрелянные, они Были. с какого Она были? была не такая разбитая, она не была Уже понятна. потом у нас у всех вытащили, вот у меня машина, вот можете заснять мою машину, вот это все посечено осколками. А что Вот. вытащили? Аккумуляторы снимали. Некоторые здесь продолжали жить до, ну, почти до 15 А числа. когда освободили? Освободили, по-моему, я не помню. А когда нас, Андрей, здесь освободили? Нет, освободили, нет, а имеют вообще, когда Гостомель. Но 1 числа, по-моему, когда вас Гостомель освободили, я не помню. Я даже не скажу. Ну, где-то в районе 1-го. Но вернулись вы только вот сейчас. Вот, не несколько, вот мы... Сегодня. Да. То есть сегодня Ну, вот такая информация, да, от жителей. Чешский двор называется этот жилой комплекс. Я перепутала с Бучанским одним комплексом Покровским. Значит, вот это то, что рассказывали жители этого комплекса, но они уехали почти все 5 числа. Естественно, история про Красноярский ОМОН – это, ну, специальное введение в заблуждение местных жителей. Никакой это был, как я уже вам ранее сказала, не ОМОН, а спецура на легкой броневой технике. И, в принципе, за Гостомель вот постоянно шли бои, то есть постоянно были обстрелы, постоянно шли бои, но мы поехали и начали искать жителей, которые находились во время оккупации. Скажу честно, не все были готовы говорить, то есть мы разговаривали с несколькими жителями, которые нам рассказывали о том, что происходило во время уже оккупации. Выбрали одну женщину, которая сейчас работает волонтером на их, ну, это сельская рада, наверное, Гостомеля, да, там сейчас волонтерский центр, куда свозится помощь, где раздается еда и раздаются продукты первой необходимости тем жителям, которые остались в Гостомеле или которые сейчас возвращаются в Гостомель. Вот я предлагаю послушать эту женщину, потому что она рассказывает о том, что происходило во время оккупации. Мене звуть Тетяна Панасенко, я мешкаю в Гостомелі 9 років. Не виїжджала звідси з першого і по останній день я була тут, коли були ці визволителі в кавичках. Бачила я ті 38 цих гелікоптерів, які якраз прилітали над нашим будинком. Ми тоді не розуміли, що відбувається. Це був перший день, 24-го, десь після обіду, десь о 12-й, так от я точно не пам'ятаю. І на всіх цих гелікоптерах була написана літера В. І потім з вікна бачили, бо з нашого будинку, у нас двохповерховий будинок, видно, ну ми завжди бачили, як мрія літає, видно, як деякі літаки сідають на аеродром. І вони полетіли туди, в сторону аеродрому, і коли збили 2 вертоліта, то ми вже, ну, ці гелікоптери, то ми вже зрозуміли, що то не наші, то не наші. Далі, ну, вже вимкнули ці телевізор, вже дивимося, що, ну, просто не могли б навіть повірити. І чому не виїжджали? Тому що думали, що буде це, ну тиждень, ну навіть не могли повірити, що таке станеться. Але вже пізніше, коли наші відійшли, бо тут були бої, було дуже небезпечно виїжджати, тому що розстрілювали автомобілі, гумконвої не давали, то давали, то відкривали, то закривали, але ті люди, які захотіли виїхати, то вони виїхали. В основному виїжджали з дітьми. В основному виїжджали з дітьми і молодих дівчат, бо вже почали такі ходити, ну як я особисто не знаю, але почали, що дівчат викрадають і вони десь зникають.
Це у нас тут в Гостомелі військове містечко, вони там з першого дня були, і там дуже багато зниклих дівчат. Де вони ділися, що з ними? Можливо, вивезли до Білорусі, тому що інтернет інколи пробивався, бачили новини, наша група в Фейсбуці, Гостомельські новини. Бачили, впізнали жінку, яка працювала на пошті тут. Вона давала, напевно, під дулами автоматами давала інтерв'ю. Після 5-го, що тут відбувалося в березні? Вони патрулювали вулицю, росіяни. Тут були багато, дуже багато. В такій темно-зеленій формі були росіяни. Вони на вулицю майже ніхто не виходив, всіх сиділи по будинкам. І єдине, що всі, якось вже, світла вже не було, вже всі намагалися просто не виходити, просто не попадатися їм на очі. Постійно були якісь вибухи чутно, то там десь на Кімерці, то десь ще там в Бучі. Дуже багато було обстрілів. Ми живемо на Яровій, і з паралельної вулиці ми просто дивилися, як йдуть бої, як літають чи міни, чи гранати, чи снаряди. Просто це було все над головою дивилися. І потім вони пішли. Напевно, їх вибили, тому що тому що були бої такі. Бої наші заходили, це було якого числа вже? Я думаю, що 30 числа, 30 березня, вже було. Так вийшло, що ми в перший день, коли ми виїхали 1 числа, ми просто поїхали подивитися, що тут сталося. І нас пропустили, ми цивільні люди, пропустили до аеродрому. Там жах, звісно, жах. І там, бачили чиїсь там взуття, там наші чи то не наші, залишки просто людей. І знаю, що почали десь з 30-го, з 1 числа десь прибирати все. Єдине, що я пам'ятаю, забула вам сказати, чоловік мій, ми не знали, що тут військові, він виїхав 26-го просто подивитися, записатися, може, в тероборону, просто не знали, не було інформації. Він проїхався по вулиці, лежали мертві люди, були. І цивільні, і військові. Російські чи наші? Ми не знаємо, ми просто не знаємо. Можливо, російські, чому? Тому що форма була стара, знаєте, така піксельна, але стара, можливо, стара. У нас дуже багато приходить гуманітарної допомоги з різних країн, з України, зі всіх містечок. І просто 30 день, там майже більше місяць сидіти вдома я не змогла. Прийшла просто допомагати людям, хоч щось якось бути корисною. Крупи, дивіться, консервація, хліба дуже багато. З різних куточків України і країн, з Франції були, з Італії дуже багато продуктів, дивіться. Тут у нас овочі. Тут може людина прийти, у якої не залишилося з продуктів, набрати тут картоплю, моркву, все, що є. Дуже багато допомоги прийшло для дітей, але ще дітей поки мало повертаються, але є такі, які залишились тут, сім'ї, які були тут, пережили всі жахіття. Із Німеччини, із Болгарії. От дивіться, скільки дитячого харчування. Паста, макарони, тут якраз італійський такий куточок, італійський, німецький, бачите, такі, щоб люди, як не мають на чому готувати, просто розігрівають такі от супи і готують. На великі сім'ї. Ви даєте просто всім, хто приходить? Ми питаємо, скільки людей, видаємо так приблизно, що там треба людям, якщо вони не знають. А якщо вже там мені того не треба, у мене є макарони, мені треба там гречку, ми даємо гречку. Багато людей залишилося без їжі, без харчування, без води. Добре, що тут все-таки були деякі там криниці, і там люди просто набирали ту воду в криницях. Тут працює генератор. А води і електрики ще немає в місті. Чому? Тому що працюють на розмінуванні. Я очень была поражена, кстати, насколько вот люди действительно в Гостомеле как-то и сами самоорганизовались, и даже их местные депутаты, они там же вот вместе со всеми этими людьми
работают в этом гуманитарном штабе, они там помогают завозить эти продукты. Они, конечно, были более заняты, чем женщина, которая там работает и смогла нам сделать эту экскурсию. Но мы смогли записать интервью местного депутата, предлагаю его посмотреть, и потом перейти дальше, поедем дальше в военный городок и в сам аэродром. Добрый день, зовут меня Андрей, фамилия Ткачук, я депутат Гостомельской селищной рады по 10 округу. Мы с Юрием Марчуком были 1 апреля уже здесь. Первый, кто зашел в селищную раду, и третий нам, данная женщина Юзвак Лена находилась постоянно в Гостомеле и надавала медицинскую помощь всем, кто здесь остался. С первого дня мы втроем это все начинали организовывать. Слава Богу, нам начали подъезжать уже волонтеры, где-то числа 3-4 намного стало легче, потому что люди еще, многие даже и не знали, что русские ушли, не выходя с подвала. На сегодняшний день по поводу продуктов все, слава Богу, уже налажено. Склад очень большой, люди знают, где взять, что взять. Лена также со своими коллегами надает медицинскую помощь в помещении. У нас есть машина скорой помощи, которая выезжает на вызовы и забираем лежачих больных. Сейчас пытаемся организовать уборку улиц и восстановление коммуникаций. В первую очередь связь и электричество. На данный момент работают саперы. Будем надеяться, что они очень быстро дадут нам разрешение на уборку улиц. Сколько человек погибло в Гостомеле? У меня таких информаций нет, я не могу сказать. Вот тоже, да, вопрос по Гостомелю. Это количество погибших, потому что в отличие от Бучи, где россияне уходили и оставляли трупы на улицах, здесь они явно, как вы слышали, вот и от женщины, которая работает в волонтерском штабе, и от депутата, они здесь, и от первых тоже спикеров, они успели убрать здесь за собой трупы и российских военных, и частично местных жителей. Потом уже, конечно, на аэродроме, я так понимаю, убирали уже наши службы, потому что первые видео с аэродрома, которые, опять-таки, мы не можем показывать, потому что YouTube нас забанит, там, конечно, огромное количество этих трупов российских военных. Итак, перемещаемся теперь туда, ближе к аэродрому. Кто не был в Гостомеле, могу сказать, что там получается такой, как военный городок. Он по дороге к Гостомелю, к аэропорту самому, к аэродрому самому. И я думаю, что если можно, давайте покажем. Настя, мы сможем сейчас показать вот видео военного городка. Это то, что осталось сейчас там от зданий, хотя есть здания вот полностью сгоревшие, есть немножко похожие чем-то на то, что в Буче. Это вот гаражный кооператив по дороге к этому военному городку. Есть какие-то здания более-менее уцелевшие, с побитыми окнами. Есть с обвалившимися перекрытиями, вот как видите, почти такие же, как в Бородянке. Огромное количество военной техники. Огромнейшее количество военной техники и на территории самого городка, и на территории уже аэродрома, позже вы увидите. И на подъездах тоже, вот то, собственно, о чем говорил местный депутат, что им нужно это убрать, побыстрее убрать эти завалы на улицах, потому что реально в городе стоят просто разбомбленные танки, сожженные Уралы, БТРы, БМП и так далее. Сгоревшие машины, очень много сгоревших машин. Некоторые машины, они прям так спрессовывали, мы там подъезжали, когда я позже покажу нефтебазу, вот эта ракета попавшая, то есть городок, конечно, обстреливался сильно, видите, на ангаре какие огромные дырки от ракет. Все, конечно, гаражи скрыты, вот явно подготовили эту детскую машинку и велосипед, наверное, к тому, чтобы увезти с собой, но не сложилось. Вот как они, машины, что с украинскими машинами. Все машины почти ограблены, сняты аккумуляторы, сняты где-то даже колеса у кого-то сняты. Ну и вот, видимо, они пытались ими как-то защититься при отступлении. Я не знаю, как они их
раскладывали. Но есть прям места, где машины спрессованы в такую плотную, из 20 машин, такую кучу, которая там закрывает одни ворота по дороге на нефтебазу. Нефтебазы они взрывали, как видите, не только во Львове, в Ровно и в других городах, но также и в Гостомеле. Там, оказывается, рядом с аэродромом, за аэродромом, была такая хранилище каких-то нефтепродуктов, ну, я так понимаю, видимо, топливо для самолетов, наверное, потому что оно примыкает к аэродрому. Вот оно тоже полностью сгоревшая нефтебаза. Ну, и ребята, которые там охраняют из Нацгвардии, говорят, что да, это были россияне, которые ее взорвали. Значит, кроме этого, мы смогли, несмотря на то, что аэродром пока еще закрыт, мы смогли попасть с нашим оператором на территорию аэродрома. Там, конечно, уже к моменту нашего приезда вот эти остатки российских десантников, по-моему, там были десантники, они были убраны также вот эти разбитые их вертолеты, которые там регулярно накрывали, взрывали. Но часть техники еще не расчищена. Я предлагаю посмотреть, вот что стало с нашей Мрією в ангаре, которая находилась. Як ви бачите, цей аеродром був один із перших, який був захоплений російськими військами. Постраждав наш літак «Мрія», але бої тут були достатньо серйозні. Ми побачимо пізніше, яка тут кількість російської знешкодженої техніки. Да, вот эта Мрія, она, ну, под ней пока можно пройтись, та техника даже вокруг Мрії находится в огромном количестве. Ну, я уже не говорю о том, сколько ее находится на самом плацу, да, перед ангарами. Если можно, давайте, наверное, посмотрим. Там во втором ангаре находится еще Руслан, тоже наш самолет, но с него, судя по всему, были заранее сняты двигатели, то есть он там, видимо, находился на ремонте. Если можно, давайте посмотрим это видео тоже. Це наш другий великий літак, який постраждав на Гостомельському аеродромі. Це Руслан, який може також перевозити серйозні грузи. І, на жаль, він також постраждав, хоча якась частина його двигунів була, як ми розуміємо, зняти заздалегідь. Можемо пройти далі і подивитися його детальніше. Да, вот единственное, я понимаю, что мы не показали дом изнутри, дома изнутри, что они с ними делали. Я думаю, что мы постараемся найти это видео, потому что это то же самое, что я видела и в Буче, тоже аналогичное поведение вот российских военных. Сейчас закончится этот отрывок про ангар с Русланом, и я надеюсь, мы найдем видео дома изнутри. Вот такое, как будет на том видео, происходило практически во всех домах на оккупированных территориях, вы должны понимать. Я не знаю, почему они не, даже если хозяева готовы были открыть дверь, они все равно ее выламывали, причем в некоторых ситуациях они выламывали. Настя, если можно, именно там, где мы внутри дома, покажи, пожалуйста, да, вот, они выламывали прям болгарками. Вот в Буче я видела просто весь подъезд, где болгарками были вырезаны входные отверстия. Вот здесь они тоже все выломаны. Они заходили в дома, в квартиры, выносили все ценные вещи, такая вот российская армия освободителей, понимаете, воровали, ну, там в основном технику, деньги, ценности какие-то. Вот мы зашли в одну из взломанных квартир, мы старались ничего не трогать, более того, там на некоторых домах было написано «заминировано», остались мины, поэтому мы даже не пытались, просто на этом подъезде этого не было написано. Мы зашли, поднялись на верхний этаж, чтобы попытаться снять панораму
Гостомеля. Вот оставляют такие жители, которые уже вернулись, приехали, проверили, там, попытались закрыть дверь, оставляют такие сообщения для того, чтобы позже не было какого-то мародерства, хотя там на территории вот этого военного городка продолжает дежурить Национальная гвардия. Поэтому и проверяются, в принципе, все багажники для того, чтобы не было уже сейчас, после освобождения, каких-то эксцессов. Вот. Ну и я думаю, что стоит посмотреть все-таки оставшуюся на данный момент разбитую технику на плацу на аэродроме, чтобы было понятно, чем закончилась эта эпопея для российских десантников и российских спецназовцев, которые пришли освобождать жителей Гостомеля. Як бачите, тут дійсно тривалі серйозні бої. Більша частина цієї техніки російська, вона повністю розбита вщент. І, як сказали місцеві жителі, росіян звідти вибивали. Да, мы видели несколько тельняшек таких голубых, белые с голубыми российских, лежащих на плоту. Я так понимаю, что когда убирали тела, просто какая-то часть одежды могла остаться. Много техники. Я не скажу, что она вся тут российская. Возможно, тут есть какие-то... Потому что они же, когда, как вы понимаете, да, вывезли наших военных, вот то, что говорила женщина в первом видео, когда они собрались нападать в первые дни, да, но техника какая-то все равно здесь оставалась. А потом уже накрывали просто артой аэродром этот, накрывали, и, соответственно, российской техники здесь более чем достаточно, я сказала бы. И судя по тем видео, которые я видела в интернете, трупов здесь было тоже, не меньше нескольких сотен. И также, я так понимаю, были еще какие-то летательные аппараты, там типа вертолетов и так далее. Но их уже к нашему приезду, часть самого аэродрома уже была расчищена. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. Я постараюсь сейчас, может быть, если будут интересные вопросы, на них ответить. Да, вот я вижу, что к нам пришли российские боты, которые рассказывают, что это все делали ЗСУ. Нет, это все, конечно, делали не ЗСУ. Об этом прекрасно свидетельствуют местные жители. И их там много, кстати, они все готовы говорить. Уже когда мы выезжали из города, нам позвонило еще несколько жителей, которым передали информацию. И все, в принципе, с кем я говорила по телефону или под видеозапись, или без видеозаписи, а просто на улицах, все подтверждают, что это все делали россияне. Я постараюсь на этой неделе дать вам как минимум интервью с несколькими военными экспертами, чтобы вы понимали, что происходит на линии фронта. Как я уже сказала, да, там в Донецкой и Луганской области достаточно острая ситуация. Враг уже идет в наступление, готовится к еще большему наступлению. Поэтому мы желаем нашим ЗСУ держаться и отбить эти атаки врага. И увидимся с вами завтра в «Хрониках войны». С вами была Татьяна Попова. Это был 47-й день войны. Завтра будет следующая программа. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на канал Исландия, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях, чтобы как можно больше людей смогло увидеть эту программу.